Всем привет, мои дорогие подписчики. Ну что ж, я обещала вам, что в новом году буду рассказывать какие-то истории своей жизни. Из детства или что-то такое необычное с более позднего возраста. Но начнем с детства, и я вам расскажу, как же проходило мое детство. Я думаю, вам будет интересно. Наливайте себе чашечку кофе или чая, как вот у меня чай, я уже перешла немножко на чай. Вот, и будете слушать. Ну, поскольку мои родители много работали, потому что время было такое, надо было работать, то мое детство проходило там определенную часть у бабушек в деревне. Ну, давайте начну с детских историй смешных и постепенно перейду к волшебным историям. Первая история была у бабушки во Львовской области. Там, значит, у меня был друг такой. Ой, мне, наверное, было лет 5, может быть, 4, может, даже 3. Ну, вообще, я помню точно, что это был дошкольный период, что я была еще совсем мелкая. Вот. И я, значит, приезжала к бабушке, там меня оставляли надолго. И когда он знал, что я уже приехала, он приходил ко мне и всегда меня ждал с утра. Причем ждал это просто преданный друг. То ли я на горшке сидела, то ли я кушала, то ли что-то я делала. Он просто ждал. Ждал, что бы я ни делала, полчаса, час, 1,5 часа, 2 часа. Это был мой сосед, звали его Виталий. И вот у меня такой друган был в детстве. Ох. И в один прекрасный момент он решил за мной сильно поухаживать. И не знал, как поухаживать. И говорит мне в один прекрасный момент: Виктория, давай идем, я тебе что-то покажу. Я думаю, ну, давай, идем. Там было такое озеро небольшое и пастбище, там такая была мусорка. И он говорит: стой тут, сейчас тебя буду угощать. И он в этой мусорке начал рыться и нашел много таблеток. Эти таблетки выбрасывали бабушки, дедушки, потому что в деревне, ну, кого много, бабушек и дедушек. А он это все нашел в один прекрасный день и вот начал угощать меня. Ну, как бы ухаживал. И дает мне эти таблетки, дает. Ну, а я как преданная подруга ем. Он там поделил поровну, говорит, вот там, значит, 7 тебе и 7 мне. Вот, или у него там было 8, не помню, но что-то он, по-моему, себе на одну больше взял. Итак, взяли мы эти таблетки, пошли к колодцу, там рядышком колодец был, набрали водички, в общем, и, ну, глотнули. Проглотили мы эти таблетки. Ой, как вспоминаю сейчас, боже мой. Через какое-то время я чувствую, мне стало горько во рту. Мне стало горько. Я что-то себя начала уже плохо чувствовать, такая слабость пошла. И дедушка мне говорит: Виктория, пойдем вот за коровой, там пастбище рядышком возле нашего дома, пойдем за коровой. Мы пошли с ним, в общем, корову искать нашу. Ой, я чувствую, что я прям падаю, засыпаю. Но иду, мужественно себя держу в руках и иду. Прям из последних сил. Но мы еле пришли. И говорю: дедушка, что-то мне так нехорошо. И вот так вот села и сижу, и чувствую, говорю, что-то мне так горько, мне так плохо, у меня нету сил. Вообще, ну, что-то не то со мной происходит. Дедушка позвонил тете, приехала тетя, схватили меня быстро, повели к докторше, которая жила недалеко. Они мне давай наливать кефира, кислого молока, это в деревне у всех есть, они мне дают этот кефир, дают пить и дают, и я пью, и меня рвет, и я снова пью, снова меня рвет, 2 пальца в рот. И вот так вот я рвала, не знаю сколько минут, но долго. Извините за такой рассказ, но, в общем, меня вот так вот откачали. Моего товарища спасали аж в реанимации. У него дело дошло до реанимации. Может, он более сильный выпил, может быть, я была более крепкая. Ну, в общем, моего друга чуть эти таблетки не отправили уже туда, где большинство. Но через 2 дня его выписали с реанимации.
Моя тетя запретила ко мне приходить какое-то время. Сказала, чтобы ваш Виталик не приходил к нашей Виктории, потому что ваш Виталик, в общем, хулиган. Ну, там с ним тоже побеседовали, мама, папа. Ой, ну это, конечно, весело было. Ой, я чуть не пострадала от такого товарища. Вот. Как вспомню. Но это еще не все, дорогие подписчики. Где-то в классе 5 или 6 Виталий пришел учиться в мой класс. Ну, он жил в деревне, а я жила в городе Николаеве. Город Николаев Львовской области. И, значит, его привели учиться в наш класс, и я смотрю, Виталий. В общем, ну мы еще потом общались, дружили, мы уже выросли. Вот, а потом на какой-то период он уехал в другую деревню, там как бы, а я уехала, ну, понятно, учиться к себе в город. Так что это было очень все смешно, потому что пришел мой кавалер, который так заботился обо мне, так ухаживал, так кормил меня всячески, всяким. Ну, мы часто у него дома что-то вкусное ели. Ну, такой вот у меня был кавалер, ухаживал. Чуть на тот свет не отправила раньше времени. Вот. Потом у меня у бабушки, у другой бабушки тоже, там было несколько ребят, 4 соседей. И я когда приезжала, они всегда, знаете что, они всегда меня катали там на всяких там повозках, зимой на санях, ждали меня, катали, вверх-вниз. В общем, так весело было. Думаю, боже, я когда вырасту, вот интересно, за кого же мне замуж выходить? Вот я их всех люблю. Вот за кого же мне замуж выходить? Ну и в конечном итоге мы выросли. Я даже не знаю, где они сейчас. Все решилось само собой. А я так волновалась, думаю, боже, ну кого же я буду выбирать, если я их всех люблю? Они такие классные, каждый по-своему. Вот. Ну, я сама по себе любвеобильная такая вот. Ну вот, это такая смешинка из детства. Еще один случай расскажу. Это я была еще меньше, по-моему. Вот. Но, в общем, меня, как бабушка была занята, они меня оставляли в манеже. Такой, помните, манеж продавался, ну, где-то вот такая высота была. Бабушка меня ставила недалеко от ворот, ну и там занималась своими делами, потому что деревня, работы много разных дел. Стою я, значит, в этом манеже, а папа меня всегда навещал в определенное время. И я вот понимала примерно, когда папа придет, а знаете, как понимала? Я знала, где солнце. Вот я ориентировалась по солнцу, маленькая была в манеже, представьте. Ориентировалась по солнцу, и когда знала, когда солнце вот тут, вот уже там над деревом было, надо выходить, встречать папу. Я что делала? Я так, вот с такой силой трясла этот манеж, с дьявольской силой, что я его переворачивала, перелазила через забор и шла встречать папу. Папа говорит, там где-то, чтобы встретить папу, надо было пройти 1 километр. И папа говорит, боже, иду, а она маленькая, вот такая маленькая, там годика, не знаю, 3 или сколько, идет, уже меня встречает. И я очень любила, да, папу, всегда ждала его, он мне приносил что-то всегда. Но, да, у меня с папой такая особенная любовь. Но вот такие смешные моменты были у меня с детства. Я даже думаю, что, знаете, человеческая сущность, она не особо меняется. Вот то, какая я была в детстве, вот это моя сущность, она такая и осталась. Еще вот только что вспомнила случай. Моя бабушка привела меня в школу знакомить с учителями. Моя бабушка работала в школе математиком, и она, значит, привела меня, и там одна тетенька, тоже я была, наверное, годика 3-4. И одна тетенька говорит, слушай, говорит, Виктория, ты хорошая девочка или тебе попу надрать? Ну, типа, отшлепать тебя. Я взяла стульчик вот такой, поставила возле стола, со стульчика перелезла на стол. И вот так тихо, спокойно, интеллигентно засунула ей 2 дули вот так вот в глаза. И потом точно так же спокойно спустилась. И все, и стою вот так возле бабушки и смотрю. Бабушка мне ничего не сказала, не ругала, ну ничего, тем более на меня не поднимали никогда руку. Бабушка меня просто больше не водила знакомить. Никуда. Был переход границ? Был. Я защитила свои границы? Защитила.
Вот и все. Мне так повезло с моими родственниками, что они меня с детства вот уважали, считали со мной. И если бабушка понимала, что вот у меня такой характер, вот так я защищаю границы, значит, не нужно трогать и переходить. И я очень вспоминаю с теплотой моих бабушек, потому что если я хотела делать вареники, вся кухня была в муке, но я делала вареники. Мне там организовывали все. Если я хотела идти на речку купаться, бабушка говорит: хорошо, Виктория, сейчас вот это выдергаем с этого, ну, с огородика лук, соберем его в корзинки и идем купаться. Я быстро раз, помогала, мы складывали, и мы уже с бабушкой шли купаться. Бабушка сидела, ждала меня, я плавала в речке там среди ужей, лягушек. Боже, если я доберусь до центральной Украины, потому что у меня одна бабушка жила во Львовской области, другая бабушка в центральной Украине. Если я когда-нибудь доберусь, я покажу, среди каких мест красивенных я росла. Как мне этого не хватает, этих гор, этой природы, этого раздолья, этих полей. У нас даже там была часть леса, боже мой, нашего собственного леса, огороды какие. Дедушка был жив, виноградники были, невероятные виноградники, сады. Но я вам покажу эти места, вот это раздолье, где я росла, понимаете. Я так скучаю, каждый день, когда ложусь спать, вот это вижу. Еще в моем детстве было очень много волшебных моментов. Этот случай был тоже в центральной Украине, в Черкасской области. У моей бабушки было очень много коз. И вот, значит, когда приезжала, я пасла этих коз. Утром выгоняла их на пастбище или в лес, возле леса, и вечером. Помню, один такой волшебный случай был. Я возвращалась утром с пастбища, и поскольку там такая гористая местность, то я бежала вниз за козами, и я подвернула ногу. А вечером всегда со мной пасло два дедушки. Они пасли коров, а я коз пасла. И вот, значит, в этот день, когда я подвернула ногу, мы уже поехали в районный центр, для того, чтобы мне уже что-то с ногой делать, потому что я уже не могла ходить. Мама взяла брата, меня, и мы поехали в Тальное, и там уже ногу перевязывали. В общем, я уже ходить не могла. Гипс, по-моему, был, я не помню, да, был гипс. То есть я уже лежала. И, значит, в этот день, когда я подвернула ногу утром, вечером я уже не смогла пойти на пастбище, и в этот день вечером один дедушка убивает другого дедушку. И знаете как? У него было орудие убийства, цепочка, вот такая цепочка металлическая, а на конце был такой мячик, металлический, тяжелый мяч, такая бомбочка прям. И он этой бомбочкой по голове готовился к убийству. Ну, вот такое в деревне можно увидеть. Такое можно везде увидеть. Но вот такое случилось. И это к чему? Его, понятно, посадили там на 10 лет. К чему я это все рассказала вам? Потому что вот таких волшебных моментов у меня в жизни очень много. Я не знаю, допустим, если, может быть, меня Вселенная спасла, может, меня бы они убрали как соучастника какого-то за то, что я все видела, то, что происходило. В общем, Вселенная меня спасла. Следующий случай. Я игралась во дворе, и подошел ко мне мужчина, взрослый, и говорит: девочка, ты такая хорошенькая, я за тобой наблюдаю так долго, ты такая хорошенькая. У меня для тебя есть очень много конфет и игрушек. Хочешь, пойдем, и я тебе покажу все, и подарю тебе много игрушек и конфет. И мы с тобой хорошо проведем время, мы будем играться, и, в общем, ты будешь кушать, и ты будешь счастлива. Я так смотрю на него, говорю: хорошо. Он меня берет за руку, и мы идем. Идем. И тут мы уже зашли подошли к одному дому, и почти уже должны заходить в подъезд, и тут выходит женщина из-за угла. Вы только вдумайтесь. А город небольшой, все там друг друга знали. И она говорит, конечно же, она знала моих родителей, меня знала, и она говорит:
Вита, а ты знаешь этого дядю? А я стою, молчу, не предаю. Ну я же, как бы, он же мне хорошо хочет сделать, как я его предам? Стою, молчу, вот так смотрю на нее и думаю, не буду предавать. И представляете, эта женщина, она была следователь, и она занималась его делом. И они его долго разыскивали, потому что он был какой-то маньяк, маньячила, то есть там он какой-то педофил был. Тут же она берет меня за руку, отводит, делает звонок, приходят люди, забирают его и сажают в машину. То есть она была со своими работниками. И вот в этот момент его поймали. Я как вспоминаю, это было так жутко. И я вот вижу, его ведут, ну, одели наручники уже ведут. И я вижу, думаю, боже, что это такое? Ну вот такая сила Вселенной всегда со мной. Жуткая история была. Мама говорит, боже, почему мы тебя не научили убегать? Ну вот как-то так. И вот таких моментов множество, где меня Вселенная берегла. И когда я буду вам рассказывать с более взрослого возраста истории, то вы просто обалдеете. И, конечно же, мне интересна ваша обратная связь, потому что вот что это такое? Вот таких событий много, но я не хочу все в одно видео вкладывать. Одну часть оставлю для следующего раза. Таких историй у меня много. Вселенная меня бережет. Сила Вселенной. Таких историй у меня очень много. Все буду рассказывать постепенно. Невероятная сила Вселенной, или это какой-то оберег, или это Бог, сила Бога или Вселенной. Вот напишите, что вы думаете об этом волшебстве. Такого волшебства у меня очень много. Я это все буду рассказывать постепенно. И все время со мной случаются такие моменты, вот так вот, что-то такое вот вокруг, какая-то сила начинает вокруг меня шевелиться, там порой даже вот как-то аж заходит в меня, я эту силу начинаю ощущать. Но я потом вам расскажу, все поймете. Вот это все вспоминала, прокручивала через себя, аж жутко стало, потому что много таких моментов, где я просто в жизни выживала благодаря какой-то силе, необъяснимой силе. Я не знаю, как это объяснить, у меня аж мурашки сейчас по коже. Вот скажите, если вот среди вас есть эзотерики или какие-то там маги, волшебники, вот напишите, что это, потому что я не знаю, что это. Я не знаю... Не могу объяснить, но это, конечно, что-то невероятное. Так, буду на сегодня с вами прощаться, мои дорогие подписчики, любимые. Через несколько дней снова вам расскажу новую историю. Это будет теперь систематически. Истории из моей жизни волшебные. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и, конечно же, смотрите видео, которые я оставляю в заставках. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока. Ну и не только в Египте. Мы же можем с вами в других странах увидеться когда-нибудь. Ой, как красиво самолетик летит. Боже мой. Все, пока-пока. Кто-то улетает из Египта.